Гремит, гремит, но никак не пойдет. Что ты растянулась? Ты уже пришла, а ты уже кого-то съела где-то, да? Хищник. Кстати, у Дымочки где-то недавно был, скорее всего, день рождения. Ей исполнился год. Когда ты родилась, скажи нам. Дымась. Да. Вот так. Вся в какой-то траве. Ты видела? Ага. Кто пришел? Кто пришел? Ах, кто ты пришел? Ой-ой-ой. Не надо дыму гонять. На сетке огурцы полил. Надо полить через дорогу. Кабачки. Тут у нас есть. Ну, там где-то маленький кабачочек, видите? 2. Надо поливанием заниматься. Давай, качай. Поливаем под корень. Ой, маленькие кабачки. Чуть-чуть, неделька. И будем уже закрывать икру. Не только икру. Но и колесики. Или дольки. Кабачки, гарбузы, огурцы полил. Только сейчас обратил внимание, что появился жук и надо срочно кропить. Это дело, но это будет не сегодня. Сегодня хочу обработать все-таки помидоры. На 5 литров? Хорошо, сейчас обработаем. Дымась. Сегодня у нас для помидор квадрис. И огурцы тоже можно им немножко обработать, если останется. Сосед таким обрабатывает, и мы попробуем. Обработали, и слава богу. Надеюсь, поможет. Доброе утро, друзья. 23 июня. Наша ранкова кава и едем на работу. Сегодня, друзья, мы работаем на новом объекте. До ближайшего источника электропитания 380 вольт и воды метров 300-350. Поэтому запитаться было очень тяжело, но мы это сделали. И вот так вот по полям, по морям 300 метров. Древовидный пион. Довольно-таки интересное растение. А уже, друзья, дома. Взял у соседа распылитель. У него здесь остался хорос какой-то, если я правильно услышал. Для обработки кустов, яблонь, груш. А я взял распылитель у него для того, чтобы обработать картошку от колорадского жука. Сегодня дождика не будет, поэтому надо немножечко уделить внимание. Хотя там и бурьяна уже между картошкой, если честно, многовато. Ну, делаю то, что успеваю. Я стараюсь. Вот. Так, обрабатывать картошку будем вот таким картесом, турбо каким-то. Не знаю, попросил соседа, чтобы он мне взял, пока меня не было, на 10 литров воды. Примерно так и есть у меня.
Пойдем обработаем, а потом можно уже и в душ. Многие говорят, что у них жука нет вообще. В этом году жука мало. Ну, в этом году и урожая не особо-то много, знаете. Поэтому давайте обработаем, потому что у нас он есть. С почином меня. Распочинил летний душ. Вода нагрелась, отлично, теплая. Я бы сказал, даже горячковатая. Пьем чай. Чай прилип. Бумажка. Ярлычок прилип. Сегодня было не так жарко, друзья. Вон, видите, ярлычок. Сегодня было чуть-чуть попрохладней. Но, тем не менее, день прошел очень жарко. Было местами даже чересчур, я бы сказал. На работе все идет своим чередом. Слава богу. Дома тоже. Что успеваю, я, конечно же, делаю. Главное, что покропил картошку, теперь я за нее спокоен. Не знаю, как у соседа нету. И, кстати, сейчас я сделаю маленькую поправочку, чтобы было все понятно. У меня картошку я покропил, у меня жук был, у соседа жука нет. Почему-то. Я когда говорю, попросил соседа, сосед купил, попросил соседа, сосед то сделал. Я хочу сказать поправочку. Речь не за одного человека. У меня здесь соседи, там сосед, там сосед. Я со всеми общаюсь. И обращаюсь к каждому по-разному. Один сосед ездит на моей машине в город, когда я прошу. Потому что его машиной я занимаюсь. Сегодня я не занимался его машиной. Сегодня я устал сильно. Замахался. Вот. Завтра вроде бы у нас свято, працювати не можна. Будем отдыхать, значит, дома. Или не дома, не знаю. Утром буду уточнять, едем мы на работу или нет. Поэтому показываю все по мере поступления, друзья. За картошку. Прекращайте переживать. Я ее обработал. С ней все нормально. А если завтра выходной, мы все-таки доберемся и нарежем палок для оставшихся помидор. Сегодня я уже не годен. Правда, сильно устаю. В последнее время еще и жара выматывает тоже очень здорово. Но, как говорится, главное, что есть работа. Это важно. И это главнее, чем какая-то там усталость. Отоспимся, будет выходной, отдохнем. А работать надо, пока есть работа. Что-то не наблюдаю клубники. Маловато ее как-то. Так что Таня теперь будет без десертов. Вот так. Ну, может, еще где-то что-то увидим. Может, это та клубника, которая до поздней осени родит. Огурцы мои полезли на сетку. Этого малыша я вчера показывал. Огурцы я тоже обработал квадрисом. После обработки квадрисом овощи можно через 5 суток употреблять. Так написано. Это не я сказал, а инструкция. Вот. Ну, здесь тоже мне надо привести в порядок. Ну, пару дней хорошего тепла, и хотя бы я уже наблюдаю, что где-то какой-то пошел процесс роста у моих всяких тут овощных культур, как говорится. Они уже цепляются за сеточку. Видите? Наматывает там спиральки. Так что огурчики маленькие вон уже. Обратите внимание. Скоро будут огурцы. На огороде, кстати, тоже есть. В общем, все нормально. Таня здесь тоже очень много занимается нашими садово-огородными делами. Моя любимая роза расцвела. Обожаю ее. Она и пахнет, и
И цвет очень приятный. Ну, некоторые уже отходят, конечно, вижу. Классная роза. И, кстати, сегодня обратил внимание, Пьер де Рансар, который в прошлом году не цвел, тоже сегодня обратил на него внимание, тоже уже немножко показал своей красоты. Не все розы здесь, которые мы выбрали, точнее, не все здесь розы, которые выбрали мы. Здесь у нас есть розы, которые нам подарили. Ну, в частности, нам подарили плетистые, вот, допустим, розы, да, вот цикламен Пьер де Рансар. Эти розы нам подарили. Еще к ним еще кустов 5 где-то. По названиям тяжело запоминается, но из плетистых вот эти вот две нам подарили. Покажу. Цикламен в прошлом году цвел. Он себя показал уже нам в прошлом году. Этот красавчик. Я ему еще опору делал, видите. Вот. А Пьер де Рансар, он себя не показывал. Он в этом году зацвел первый раз. Вот такое вот. Вот. Не маленькие. Как называется эта роза, я не помню. Мы сейчас попробуем найти. Тоже, смотрите. Сейчас попробуем найти. У нее здесь есть бумажечка. Сейчас, друзья. И я хотя бы по названию вспомню. Чуть-чуть хотя бы увидеть. Это роза чайно-гибридная Эшли. Называется. Она растет как-то в ширину больше, чем в высоту. А вот эта красота была куплена в стрию, просто на рынке. Не знаю, как она называется. Она классная. Какой день был, друзья. Единственное, чем я вам не похвастался, это той запеканкой, которую Таня приготовила. Я и завтракал. Не хотел снимать, потому что это было бы громко. Не хотел будить Таню, когда собирался на работу. Вам, друзья, за просмотр. Спасибо, за поддержку. Тоже огромное спасибо. Увидимся с вами завтра. Добра, мира и мирного неба. Всем пока.